Представьте себе самое сердце Европы, гигантскую зеленую чащу, окруженную со всех сторон строгими зубцами Карпатских гор. Это Паннонская равнина. В древности кого здесь только не было. Римляне, дикие орды гуннов, авары, славяне. Но никто из них тут не прижился. Эти земли словно ждали своего хозяина. А в это же самое время, за тысячи километров отсюда, за заснеженными Уральскими горами, разворачивалась совершенно другая история. Представьте себе Уральскую тайгу. Там веками жила одна большая и дружная лесная компания – охотники и рыболовы. Из тех имен, что у всех на слуху, это предки современных финнов, а еще ханты и манси. Как они между собой общались? Да абсолютно нормально. Они разговаривали на родственных языках и прекрасно понимали друг друга, и ни для кого в том лесу их речь не казалась странной или инопланетной. Обычно люди говорят на понятном для своих мест языке, в общем, ничего нового. И называли они себя в этой лесной тусовке тоже очень просто – наши люди. На их древнем наречии это звучало как «манси». Но шло время. На севере становилось все холоднее, рыбы на всех уже не хватало, да и соседние племена начинали потихоньку поджимать. И вот в этой большой компании произошел раскол. Одни решили остаться в привычной тайге, и их потомки живут там до сих пор. А вот другая, самая авантюрная часть нашей компании вздохнула, забрала свои вещички и сказала: «Все, друзья, мы уходим на юг искать тепло». И ушли. И вот идут они себе, никого, как говорится, не трогают. А по пути им, естественно, постоянно встречаются самые разные другие племена. И тут происходит удивительное. Наши манси между собой уютно болтают на родном языке и все прекрасно понимают. А вот то, что говорят все эти встречные, слушайте, это же просто невозможно слушать. Какая-то абсолютно невнятная абракадабра, набор странных звуков и бормотания. Наши путешественники смотрят на все это, переглядываются и думают: простите нас, конечно, великодушно, но по-человечески здесь говорим только мы. А у вас это не речь, а так шум окружающей среды. И вот именно здесь рождается новый смысл их жизни и их имени. А в родной Уральской тайге среди своих достаточно было быть просто нашим человеком, манси. Но здесь, в огромном мире, среди чужаков, издающих странные звуки, наши герои с гордостью понимают: они единственные, настоящие, разумные, говорящие люди. Их древнее лесное имя начинает звучать чуть иначе, впитывая этот новый гордый смысл. Из лесных манси они превращаются в мадьяр, то есть в говорящих людей. Корень тот же самый, родной, уральский, но звучание уже новое, гордое и с легким превосходством над неразборчиво бубнящим остальным миром. И вот так, со своим уникальным языком, со своим новым именем мадьяры идут все дальше на юг. Шли они долго, шли столетиями, из поколения в поколение. Дети вырастали в дороге, становились стариками, у них рождались внуки. И вот однажды эти путешественники окончательно выходят из привычных темных лесов в бескрайную, залитую солнцем степь. Они останавливаются, щурятся от яркого света и видят лошадей. В тайге-то от коня пользы было чуть, так, на лыжах да с собакой надежнее. А здесь перед ними простирается бескрайний зеленый океан, где пешком далеко не уйдешь. И наши мадьяры делают самый гениальный ход в своей истории. Они моментально сбрасывают лыжи, откладывают удочки и учатся седлать коней. Проходит буквально пару поколений, и происходит невероятное трансформирование. Бывшие тихие лесные рыболовы превращаются в таких лихих, быстрых и бесстрашных всадников, что даже бывалые степные кочевники вокруг начинают уважительно почесывать затылки. Мадьяры на лету впитывают все самое лучшее. Научились делать мощные луки, освоили стрельбу на полном скаку, причем разворачиваясь в седле прямо на 180 градусов, и набирались у соседей новых слов про скотоводство, войну и степной быт. Но степь – место беспокойное. Годы шли, век сменялся веком, и с востока наших героев начали потихоньку поджимать другие суровые кочевники. Печенеги тоже искали где получше. И мадьяры, рассекая степные просторы, катятся все дальше и дальше на запад, через Волгу, Дон и Днепр. И вот,
В 895 году 7 объединившихся мадьярских племен под предводительством вождя по имени Арпад подходят к огромным, синеющим на горизонте горам. Это были Карпаты. Они переваливают через эти горные кручи, спускаются вниз, и перед ними расправляет крылья настоящая сказка. Они видят гигантскую, зеленую, залитую солнцем, ту самую Панонскую равнину. Вокруг сочная трава для коней, полно рыбы в реках, земля, хоть на хлеб намазывай, а вокруг естественная защита из гор. Мадьяры оглядываются, сбрасывают с седел свои уставшие узелки и с гигантским облегчением выдыхают. Все, друзья, тысячелетний путь окончен, мы пришли. Это наш новый дом. Вот так и обосновался в самом сердце Европы народ, чья речь принадлежала к совершенно иной далекой языковой семье. Вокруг, куда ни глянь, у соседей слова хоть в чем-то да перекликались, сплетаясь в родные ветви. И только язык мадьяр стоял совершенно особняком, словно прилетевший с другого мира. Впрочем, сами они на этот счет ни капли не переживали. Вы же помните, они-то искренне знали, что именно они – единственные настоящие говорящие люди на этой земле. А если уж окружающие их не понимают, простите, это проблемы исключительно окружающих. Привыкайте. А дальше происходит вот что. Сначала мадьяры по старой привычке лет 50 развлекались так. Прыгали на коней и наводили дикий ужас на всю Европу. Они гоняли на своих быстрых лошадях аж до Франции и Испании. А европейцы в ужасе крестились и молились в храмах: «Боже, избавь нас от ярости мадьяр». Но наши герои были людьми сообразительными. Прошло немного времени, они посмотрели по сторонам и подумали: так, стоп. Если мы будем только жечь да грабить, европейцы рано или поздно объединятся и дадут нам сдачи. А земля-то у нас тут уж больно хорошая. Надо становиться солидными. И они делают крутой поворот, сбрасывают кочевые шатры и строят каменные крепкие замки, принимают христианство, надевают на своего правителя настоящую золотую королевскую корону. И буквально за 100 лет вчерашние лихие кочевники превращаются в богатейшее и мощное королевство. Свою страну они, ничуть не сомневаясь, так и называют – земля мадьяр. А вот у соседей вокруг начинается настоящий разброд и шатание. Кто-то в Европе нарек их Хунгарией, а соседние славянские земли называют их Угорщиной или Угерско, а поляки и вовсе прозвали венграми. Наши же герои на все это языковое разнообразие только плечами пожимали, да добродушно ухмылялись. Да зовите вы нас, как вам удобно, нам-то что? Главное, мы-то про себя точно знаем, что мы тут единственные по-настоящему говорящие люди. А вы коверкаете слова, как у вас получается. Мы совершенно необычивые. На том и порешили. С именами разобрались, соседями утрясли, землю обжили. И вот теперь, когда мы с вами во всех деталях понимаем, кто такие эти мадьяры и как они очутились в самом центре Европы, самое время открыть двери их королевского дворца и взглянуть, а что же там происходило. А там, как говорится, знакомые все нравы. Передаем большой привет всем, кто смотрел наши ролики про Русь и уже вместе со мной до всех тонкостей освоил это замечательное лествичное право. У венгров процветала абсолютно та же самая история. Корона передавалась не обязательно напрямую от отца к сыну, а вообще самому старшему мужчине в династии. В итоге очередь за властью выстраивалась длинная, путанная и очень нервная. И вот, живет-поживает на венгерском троне молодой король, зовут его Гёза I. Сидит себе, правит, но прекрасно понимает, династию надо продолжать, нужно же кому-то занять следующее место в этой семейной очереди. И в один прекрасный день под сводами дворца раздается долгожданный детский крик. На свет появляется первенец, абсолютно нормальный младенец, папина гордость, мамина радость. Мальчику дают имя Кальман. Имя для венгров понятное, звучное и с глубокими степными корнями. Отпировали пир на весь мир, запеленали наследников шелк и бархат и стали растить как обычного королевского ребенка с любовью, с надеждами и с мыслью о том, что когда-то он, может быть, сядет на трон. Тогда еще никто во дворце и помыслить не мог, какая удивительная, ни на что не похожая судьба ждет этого младенца. И пока маленький Кальман спокойно подрастал, папа-король Гёза прекрасно понимал жесткую средневековую мудрость. В те времена иметь всего одного сына было слишком рискованно.
Ну, мало ли что, ветер, сквозняки, детские болезни, да и очередь за короной выглядит как-то не очень солидно. И вот, примерно года через 4 в семействе снова пополнение. На свет появляется второй мальчик Альмош. Были ли у них еще сестрички? Историки шепчут, что вроде бы парочка девочек в семье тоже бегала, но для нашей главной истории с короной и троном значения они точно не имели. Главными звездами на этой сцене стали именно эти два брата. И вот теперь картинка стала полной. Есть старший Кальман и есть младший Альмош. Оба растут, радуют родителей. Папа спокоен, династия укреплена, все идет по плану. И тут в наш тихий семейный уют врывается суровая средневековая реальность. Шел 1077 год. Наш папа-король Гёза I был еще совсем молодым мужчиной. Жить бы да и жить. Но средневековая медицина сюрпризов не прощала. Внезапная болезнь, и все, папы не стало. И вот стоящая у трона очередь судорожно переглядывается. Но переглядывайся, не переглядывайся, а закон есть закон. Корона, как мы с вами помним, должна перейти к следующему по старшинству мужчине в роду. А следующим у нас идет младший брат покойного короля Ласло. И кто же такой этот Ласло? Друзья мои, ого, Ласло – это просто настоящий принц из венгерской сказки. 2-метровый богатырь, статный, храбрый воин, красавец. В народе его буквально боготворят. И вот этот богатырь наконец-то с триумфом садится на трон. И все бы прекрасно. Да вот только была у нашего идеального Ласло одна большая личная печаль. Женат-то он был отлично, на немецкой принцессе. Все у них в семье было ладно да гладко. А вот сыновей не было. Рождались только девочки. Ну и казалось бы, какая разница? Все равно ведь на дворе 11 век. Все равно работает это, прошу прощения, дебильное лествичное право. И трон по правилам все равно перейдет не к детям, а к следующему по старшинству родственнику. В теории-то оно, конечно, так. А на практике любой вменяемый мужчина, усевшись на трон, тут же начинает судорожно соображать. Так, а как бы тут закончик подкрутить? Как бы его подвертеть, чтобы переписать правила и отдать все родной сыночке? Законы-то, в конце концов, короли под себя и пишут. Но у Ласло тут случился абсолютный тупик. Подкручивать закон было просто не под кого. Дочки есть, а дочке в 11 веке трон при всем желании не передашь. Ну что ж, вздыхает король. Раз своего наследника нет, будем работать с тем, что есть. А в наличии у него 2 наших с вами уже знакомых мальчика, 2 родных братика. И вот Ласло садится, внимательно присматривается к пацанам и понимает, надо выбрать себе любимчика. А видит он перед собой 2 совершенно разных пацанов, как будто их из разных сказок в один двор занесло. И вот смотрит Ласло на младшенького, то бишь на Альмоша, и душа дяди-богатыря буквально поет. Парень растет, ну просто вылитая копия самого Ласло. Красавец, шустрый, глаза горят, целый день с деревянным мечом по двору носится, на конюшню заглядывает и на охоту рвется. Настоящий маленький рыцарь. Дядя смотрит на него с замиранием сердца и думает: вот он, вот таким и должен быть настоящий правитель Венгрии. Мужик, воин, красавец, гордость семьи. Поворачивает Ласло голову к старшему племянничку, к Кальману. И дядин восторг как-то сразу угасает, потому что Кальман – законный первенец, главный претендент на трон. Но вообще он не интересовался ни мечами, ни конями, ни охотой. Пока младший брат скакал во дворе, Кальман сидел в тихом уголке, обложившись толстенными рукописями, заучивал латынь, разбирался в законах и читал, прости господи, трактаты какие-то. Да и вообще, рос он щуплым, слегка прихрамывал и внешностью в дядю-красавца точно не удался. В общем, перед королем сидел натуральный средневековый ботан с первой парты. Дядя Ласло чешет затылок и думает: ну и какой из этого книжного мальчика король? Чем он страну в случае войны защищать будет? Латинскими цитатами, что ли? И в голове у дяди созревает план. Ему же до безумия хочется отдать корону любимому Альмошу. И в голове у дяди созревает план. Ему же до безумия хочется отдать корону любимчику Альмошу. Но Кальман-то старше, законная очередь на его стороне, просто так его с дороги не прогонишь, бароны не поймут.
И вот тут Ласло вытаскивает на свет самый главный гениальный лайфхак той эпохи – пойти против очереди с помощью церкви. Дядя смотрит на старшего и говорит: «А знаешь что, Кальман, раз ты у нас такой умный, грамотный и вот книжки любишь, мы сделаем из тебя священника, пойдешь в епископы». А логика у дяди была железная и абсолютно коварная. По законам того времени человек, который принял священный сан, автоматически выбывает из очереди за короной. Ему нельзя носить корону, нельзя править, а главное, нельзя жениться и иметь законных детей. И как же все красиво у дяди складывается в голове. Младшему красавчику Альмашу меч, конь и королевский трон, а старшему умнику Кальману Библия, шапка епископа и святая обязанность молиться за здоровье брата короля. Дядя потирает руки, проблема решена, любимчик трон получит, закон формально не нарушен, все идеально. Да вот только дядя Ласло совсем не учел одной маленькой детальки – характер самого ботаника, Кальмана. И вот представьте себе картину. Целых 20 лет наш красавец-богатырь Ласло успешно правит Венгрией. Страна процветает. А в королевском дворце тем временем подрастают 2 принца. И обстановка там, чистая американская подростковая комедия. С четким делением на капитана футбольной команды и тихого ботана из библиотеки. Принц Альмаш – это абсолютный главный герой любого молодежного фильма, плохой парень, от одного взгляда которого дворцовые фрейлины падали в обморок. Высокий, статный, дерзкий, с мечом на поясе, светит белозубой улыбкой, легко запрыгивает в седло и вообще излучает уверенность человека, которому принадлежит весь мир. Дядя Ласло от младшего племянника просто без ума. И когда венгерские войска заходят в соседнюю Хорватию и прибирают ее к рукам, дядя даже не задумывался, кого поставить там рулить. Он отдает эти новые земли, конечно же, Альмашу. На, мол, дорогой, вот тебе собственное герцогство. Обкатывай управленческие навыки, законы принимай, пируй и учись быть настоящим правителем. И Альмаш там горцует во главе свиты, собирает восторженные взгляды и чувствует себя будущим королем на все 100%. А что в это время делает старший брат Кальман? Кальман от этой ярмарки тщеславия держится на максимально безопасном расстоянии. В нашей школьной драме он тот самый парень, который сидит, зарывшись в конспекты. Пока младший брат покоряет Хорватию и сердца девушек, Кальман сидит в тихом монастырском скриптории, обложенный пухлыми томами на латыни. Тихий, скромный, немного болезненный, да еще и, напомню, прихрамывает на одну ногу. Никаких тебе рыцарских турниров, никаких шумных пиров, только каноническое право, богословие и подготовка к церковному сану. Какой из него плохой парень? Какой король? Девушки его просто не замечают, а придворные суровые воины при его виде лишь снисходительно вздыхают. И дядя Ласло, глядя на все это, окончательно утверждается в мысли: все сложилось идеально. Один рожден повелевать и вести за собой полки, а второй, идеальный кандидат в священники. В общем, каждому свое. И как вы понимаете, ничто не вечно под луной. И наш красавец-богатырь дядя Ласло тоже. Наступает роковой 1095 год. Дядя начинает сильно болеть и, чувствуя, что конец близок, делает то, к чему все шло последние 20 лет. Он абсолютно в наглую, в обход всех правил старшинства, указывает пальцем на Альмаша и объявляет при всем дворе: вот ваш следующий король. И знаете, что самое интересное? Никто даже не подумал спорить. Все придворные бароны и епископы уже настолько привыкли к этой мысли, что просто дружно закивали головами. Конечно, о чем речь? Мы все понимаем, Альмаш вылитый правитель, он и будет королем. Все казалось решенным, логичным и понятным. Но именно в этот момент сценарий рушится с треском. Происходит то, чего не ожидал вообще никто. Наш отличник и послушный ботан Кальман, который по идеальному плану дяди должен был сейчас где-то тихонько махать кадилом, целовать крест и истово молиться за здравие младшенького братика, в одну секунду ломает всю эту красивую картину. Пока во дворце вовсю суетятся, наглаживают праздничные наряды и готовятся к пышной передаче власти красавчику Альмашу, Кальман делает нечто невообразимое. Он тайком седлает коня и под покровом ночи совершает дерзкий побег прямо в соседнюю Польшу. А зачем?
а за законной справедливостью. Кальман отправляется к польскому королю за военной поддержкой. Его логика железобетонная. Закон есть закон. Старшинство никто не отменял. И трон Венгрии по праву принадлежит мне. Ну, в смысле, Кальману. И вот наступает кульминация. Летом 1095 года дядя Ласло умирает. Красавец уже практически поправляет корону на голове, готовый сесть на трон. И тут, прямо на границе Венгрии, как из тумана, материализуется наш тихий книжник Кальман. А за его спиной стоит суровое, до зубов вооруженное польское войско. Кальман вернулся. Вот только вернулся он не как смиренный епископ с Библией в руках, а как разъяренный старший брат, у которого наглым образом попытались отжать его законную собственность. Венгерские бароны смотрят на всю эту красоту, потом переглядываются между собой и начинают судорожно считать в уме. С одной стороны, конечно, покойный дядя Ласло, земля ему пухом, был любимым королем и богатырем. Но давайте честно, поступил-то он не совсем справедливо. Закон и древние традиции на стороне старшего брата Кальмана. И если сейчас упереться рогом и не пустить законного наследника на трон, то прямо завтра в стране вспыхнет страшная кровавая гражданская война. А оно кому-то надо? Ну, конечно, нет. Тем более, когда у законного наследника за спиной стоят суровые польские воины, готовые эту самую законность доходчиво объяснить любому желающему. В общем, здравый смысл победил, никакой битвы и побоища на границе не произошло, все быстро поняли, что правда, а главное военная сила, прямо сейчас на стороне Кальмана. И два брата садятся за стол переговоров, чтобы спокойно разделить полномочия. Сделка получается следующей. Кальман забирает то, что должно было принадлежать ему с самого начала. Главную корону и титул короля Венгрии. В начале 1096 года его официально коронуют. Наш ботан усаживается на трон. Альмаш тоже не остается с пустыми руками. Ему отдают гигантский утешительный приз – целую треть венгерского королевства. Альмаш получает в собственное управление огромное герцогство. Он там абсолютный хозяин. У него свои замки, свои подданные, своя казна и своя маленькая армия. И вот, казалось бы, идеальный финал. Братья пожали друг другу руки, страну сохранили, власти и земли хватило обоим. Живите да радуйтесь. Но мы-то с вами понимаем, что для нашего красавчика Альмаша этот договор был вовсе не миром, а всего лишь временным перемирием. Друзья мои, прежде чем мы начнем следить за правлением нашего коронованного книжника Кальмана, а именно его линия у нас главная, нам просто необходимо сделать небольшую остановку. Нам нужно заглянуть в удел к его младшему брату Альмашу. Потому что без этой параллельной истории вы дальше не поймете ровным счетом ничего. А теперь на секунду поставьте себя на место Альмаша. Просто представьте эту картину. Вы любимчик публики, главный красавец страны, статный рыцарь, который с ума сводит дам. Корона уже буквально касалась вашей головы, а трон был уже практически под вами. И вдруг в один миг приходит ваш скромный брат Ботан и забирает все это себе. Да, вам дали целый кусок страны и огромнейшее герцогство. Казалось бы, живи, пируй, да радуйся. Но давайте честно, одно дело быть главным королем, и совсем другое сидеть на правах младшего регионального начальника. Какой-нибудь спокойный и неамбициозный человек на его месте, может быть, и смирился бы. Но наш-то Альмаш, тот самый капитан футбольной команды, он ведь с самого детства рос с абсолютной уверенностью, что трон принадлежит только ему по праву. В его личной картине мира произошло не просто воцарение брата, а самое настоящее ограбление века. У него же тупо украли корону. Думаете, он смирился? Угу. Альмаш просто сделал вид. Он вежливо улыбнулся новому королю, забрал документы на свое герцогство, уехал к себе в замок и закрыл за собой тяжелые дубовые двери. Но у себя в уме он уже набрасывал план. В его голове горела одна единственная мысль. Закон тут один, и это мой закон. Я верну себе трон любой ценой. И вот наш обиженный красавец мрачно смотрит в окно
и крутит в голове один и тот же вопрос – к кому пойти за помощью? Свои венгерские бароны помогать свергать брата отказались. Им эта семейная грызня даром не нужна. Значит, нужна мощная внешняя крыша. И Альмаш начинает буквально по карте разглядывать соседей. Так, кто у нас тут в Европе есть? Священная Римская империя. О, немецкому императору вообще не до венгров. У него там свои разборки. То с папой римским подерется, то с собственным сыном поскандалит. Там своих сериалов выше крыши. Польша? Ну, здравствуйте, приехали. Поляки только что своими руками вон Кальмана посадили на трон. К ним идти со слезами, только людей смешить. Альмаш вздыхает, переводит взгляд дальше, на северо-восток. И тут его озаряет. Там за лесами и реками раскинулась огромная, богатейшая и невероятно сильная Киевская Русь. Вот у кого есть и деньги, и огромная суровая дружина, и авторитет. Но как заручиться поддержкой такого гиганта? Понятное дело, никакого НАТО тогда в природе не существовало, а бумажным договорам никто не верил. В глубоком средневековье работала только одна железобетонная система – династический брак. Схема простая как день. Берешь в жены дочку правителя, становишься родней, и вот уже весь военный ресурс тестя автоматически начинает играть на твоей стороне. Наш удалой рыцарь-красавец расправляет плечи, поправляет прическу и решает – все решено, пора ехать в Киев за невестой. Но прежде чем женить нашего Альмаша, давайте познакомимся не с невестой, а с ее всесильным папой. И для этого нам нужно отправиться, конечно же, в Киев, где на престоле сидит великий князь по имени Святополк. Друзья мои, я понимаю, что в этих бесконечных древнерусских именах легко запутаться, но давайте расставим точки над «и». Если вы смотрели наш прошлый ролик про Владимира Мономаха, вы наверняка помните историю с ростовщиками, ну или ту самую историю с картошкой. Картошки в XI веке, конечно, еще не было, но так просто легче вспомнить тем, кто смотрел. Так вот, Святополк – это как раз тот самый правитель, после смерти которого Мономаху и пришлось приводить Киев в порядок. А для тех, кто наш ролик про Мономаха еще не смотрел, хотя очень советуем это исправить, коротко поясняем, кто это вообще такой. Святополк – родной внук Ярослава Мудрого. И когда умер папа Мономаха Всеволод, именно Святополк по законам того самого лествичного права, в котором черт ногу сломит, оказался первым в очереди на киевский престол. И вот он садится на трон и начинает править, мягко говоря, из рук вон плохо. Положа руку на сердце, ни вы, ни я жить при таком правителе точно бы не захотели. Сказать, что при нем жилось плохо простым людям, это не сказать вообще ничего. Это был самый настоящий князь-грабитель, который наладил в Киеве идеальный финансовый беспредел. Он отдал город на разграбление ростовщикам, взвинтил проценты по долгам до небес, прибрал к рукам всю торговлю солью и задрал на нее космические цены. Народ стонал и беднел, а Святополк потирал руки и считал золотые. В общем, уж поверьте, жить при Мономахе будет в 1000 раз приятнее. Но сейчас для нашей истории важно совсем другое. На дворе 1104 год. В Киеве сидит невероятно богатый, безумно хитрый и запредельно амбициозный великий князь Святополк. Друзья мои, ну как вы понимаете, у такого статусного человека, как Святополк, конечно же, была жена. Это ведь великий князь, а не какой-нибудь пастух. И женился он, понятное дело, не на условной Марфе, которая свиней в сарае чистит, а на самой настоящей высокородной принцессе ради больших международных договоров. И вот представьте себе картину. Приезжает ко двору эта самая принцесса, выходит замуж за нашего сурового князя, живет с ним в тереме, детей ему рожает. И вот сидят наши братья-летописцы-монахи. Один перо разглядывает, второй кота гладит, третий в зубах ковыряется. И вдруг один в окно глядь: «Братья, а что это там за тень мелькнула? Кто это у нас по двору тыняется?» Второй посмотрел так невнимательно, знаете, и говорит: «Да тетка какая-то, наверное, жена князя». А третий машет рукой: «Да и бог с ней, пусть все тыняется, ну не будем же мы драгоценный пергамент на нее переводить». Вы лучше послушайте. Вчерась волынский князь на перу у Черниговского так перепил,
что под стол свалился. Да ты что? Вот это да! Вот это важная государственная информация. Срочно записываем. Друзья мои, я уверена, все именно так и было. Потому что имя женщины, которая была официальной женой великого князя, не записал вообще никто. И если вы сегодня откроете исторические справочники или ту же Википедию, то в графе «жена» вы увидите просто две латинские буквы «Н». Переводя на современный язык, это «no name». То есть, тынялась там какая-то по коридорам терема, каких-то детей рожала. А кому вообще нужно ее имя, когда тут свинья поросилась? Чтобы сразу расставить все точки над «и», потом, конечно, для солидности, Святополку задним числом припишут пышную византийскую принцессу Варвару Камнину. Но нет, никакой Варвары в его жизни не было. Он был женат на той самой безымянной Н.Н. А позже он женился на дочери половецкого хана Елене. Причем имя этой второй жены летописцы записали, судя по всему, абсолютно случайно. Просто в запаре. Хотели записать что-то важное, а тут рука дрогнула, и вписали имя княгини. Бывает, сорвалось. А имя той первой женщины так никто и не сохранил. Но вроде бы это была чешская принцесса. Но как бы там ни было, в Киеве сидит великий князь Святополк, а где-то в тени терема тыняется его безымянная супруга, которая уже родила ему детей. Были ли у нашего Святополка дочери, которых можно было бы выгодно скомбинировать с международной политикой? О, еще как были. Мы с вами помним, что та самая загадочная княгиня Н.Н. детей рожала исправно. И опыт эффектного пристройства дочерей у киевского князя к тому моменту имелся просто шикарный. Старшую дочь Сбыславу Святополк к тому времени уже благополучно отправил в Польшу. Выдал замуж за польского князя Болеслава Кривоустова. Сделка прошла на ура. С Польшей подружились, влияние закрепили, папа доволен. Но в киевском тереме подрастала еще одна девочка, тоже от той самой безымянной княгини Н.Н. Киевская княжна Предслава. Сколько ей точно было лет, летописцы, разумеется, записать забыли. Мы не удивляемся. Но девушка была молодая, в самом расцвете сил. А каковы вообще были перспективы в жизни у средневековой княжны? Вариантов у нашей Предславы имелось, по сути, ровно 3. Первый – тебя выгодно выдают замуж за какого-нибудь местного удельного князя. Второй – ты становишься красивой и очень дорогой разменной монетой в большой европейской политической игре. И третий, тоже по-своему шикарный вариант – это уйти в монастырь. А что, не дома же княжне до старости лет сидеть, верно? Но отдавать здоровую и перспективную дочь в монастырь раньше времени ни один уважающий себя правитель бы не позволил. Это же чистой воды разбазаривание ценного государственного ресурса. В монастырь-то она всегда успеет, когда овдовеет, или если с политикой совсем ничего не выгорит. А пока девушке монастырь даже не светит. Сиди у окошка, вышивай, дожди, пока папенька выгодно тобой не поторгует. И вот как раз в этот момент, в 1104 году, в Киев прилетают пышные гонцы из Венгрии с предложением руки и сердца. Причем сватается не сам действующий король Кальман, а наш с вами знакомый скандальный принц, главный красавец страны и опальный герцог Альмаш. Казалось бы, Святополк, ты адекватный вообще? Зачем отдавать дочь не законному королю, а какому-то бунтарю, у которого даже трона нет? А есть только дикая обида на брата и кусок страны. А Святополк был гением политического азарта. Он моментально раскидал этот пасьянс у себя в голове. Итак, старшая дочь уже сидит в Польше. Если выдать младшую за Альмаша, да еще и дать ему денег и суровую киевскую дружину, чтобы тот сбросил с трона брата-ботаника, то Альмаш становится королем Венгрии, Предслава королевой, а сам Святополк – главным тестем всей Центральной Европы. Под его контролем окажутся сразу 2 соседних государства. Ставка, конечно, рискованная, но куш слишком уж заманчивый. Поэтому Святополк радостно бьет по рукам с венгерскими послами, и представьте себе состояние юной Предславы. До этого момента вся ее жизнь протекала в тереме, да на редких переездах между княжескими резиденциями, например, из Чернигова в Киев. Большого мира она, по сути, не видела. И вот однажды ей объявляют: «Все, дочка, собирайся, ты выходишь замуж». И собирать ее папенька начал не просто хорошо, а по высшему разряду. Святополк, как мы помним,
на соляной монополии и процентах заработал столько денег, что на приданное дочери вообще не скупился. Сундуки буквально ломятся, соболиные шубы, драгоценности, парча, византийские шелка, сундуки с серебром и золотом. В общем, снарядили не невесту, а настоящий сказочный клад. И вот в августе 1104 года этот огромный, богатющий обоз под конвоем суровой и вооруженной до зубов киевской дружины выезжает из города. Понятное дело, с таким богатством, без серьезного спецназа на дороге Средневековья лучше было даже не соваться, а путь-то предстоит не близкий. Это сегодня сел на самолет, и через пару часов ты в Центральной Европе. В XII веке путешествие из Киева в Венгрию через Карпатские горы и глухие леса – это целая эпопея длиною в недели, колеса, пыль и ночевки в шатрах. И вот представьте себе эту картину. Юная девушка, преодолев недельный путь через леса и Карпаты, наконец-то въезжает в Венгрию, в герцогскую резиденцию Альмаша. И вот во дворе замка останавливаются, сундуки с приданным выгружают, охрана выстраивается вдоль стен, расступается венгерская свита, и навстречу ей выходит он. Не дряхлый старик, не хромой книжник, а Альмаш, высокий, статный, с безупречной осанкой, в общем, настоящий рыцарь из женских романов. И для юной Предславы все это выглядит как абсолютная сказка. Богатые подарки, замок, невероятно красивый муж. Но кажется, вот он, настоящий любовный роман. Мечта сбылась. Но, как вы понимаете, суровая реальность однажды внесет свои коррективы в этот красивый фасад. Друзья мои, чтобы вас окончательно не запутать во всей этой семейной Санта-Барбаре, прежде чем мы перейдем к старшему брату, давайте красиво зафиксируем нашу пару Предславу и Альмаша. Итак, у Альмаша в замке уже на абсолютно законных основаниях сидит молодая киевская жена. Все, базовая задача выполнена. За спиной у него богатейший тесть Святополк. В руках киевские деньги и связи. А значит, пора приступать к делу. Где-то производству. И к нему молодожены приступили без раскачки. Ведь на кону престол и наследники нужны были еще вчера. Первый блин, правда, вышел комом. Родилась девочка. В будущем ее, кстати, очень выгодно отправят в Чехию и выдадут замуж за чешского князя. Повздыхали, конечно, но руки не опустили. И вскоре у пары рождается тот самый главный приз – долгожданный сын. Мальчика назвали Белла. Запомните это имя. Оно нам очень-очень сильно пригодится. Но если вы думаете, что все это время Альмаш со своей Предславой просто сидели в замке, целовались и любовались друг другом, вы плохо знаете Альмаша. В перерывах между делами наш красавец занимался своим любимым хобби. Судорожно устраивал набеги и пакостил собственному брату-королю. Благо, киевские деньги и дружинники от тестя у него теперь имелись. А почему он так спешил и нервничал? Да потому что с рождением сына Беллы наш Альмаш все равно опоздал. Каким бы хромым и косым ботаном ни казался король Кальман, а со своей главной правительственной задачей он справился раньше брата. У Кальмана к этому моменту уже подрастал свой собственный законный и старший сын-наследник. И вот теперь, друзья, когда у нас в голове уложилась вся картина с Альмашем, его киевской женой Предславой, их сыном Беллой и очередными пакостями, пришло время задать главный вопрос. А что же в это время делал сам король Кальман? Как этот книжник умудрился жениться, отхватить себе наследника и параллельно отбиваться от неугомонного братца? Давайте перейдем к нашему главному герою. Итак, давайте вернемся на исходную позицию. Напомню, братья вроде как договорились. Наш главный венгерский метросексуал Альмаш уезжает в свое герцогство, где он, представьте себе, целых 7 лет будет ходить с важным видом и прикидывать, на ком же ему поудачнее жениться. А в это время Кальман восходит на венгерский престол. Итак, да здравствует новый король Венгрии Кальман. А теперь давайте честно, как же он выглядел на самом деле? Если почитать некоторые поздние хроники, написанные по заказу его врагов, то складывается ощущение, что на трон взошла какая-то кособокая сутулая собака. Летописцы там вообще не скупились на грязь. И хромой-то он, и горбатый, и косой, и чуть ли не вообще уродство вопиющее. Но давайте без фанатизма и средневековой пропаганды. В реальности Кальман был абсолютно нормальным молодым человеком. Ну да,
Не сизокрылый сокол, не гигант с ястребиным взглядом и без модельной внешности своего братца, конечно. Обычный нормальный человек. Но главное, даже если он где-то и прихрамывал на одну ногу, а он немного прихрамывал, то голова у него не хромала вообще. Кальман был умнейшим человеком своего времени, и как грамотный правитель он прекрасно понимал правила игры. Пока его брат-красавец Альмаш витал в облаках и целых 7 лет медленно раздумывал, в сторону какого царства ему бы выгодно повернуться, Кальман понимал, королю щелкать клювом некогда. Ему нужен наследник. И нужен прямо сейчас, чтобы укрепить трон и закрыть вопрос с престолонаследием раз и навсегда. Поэтому Кальман решил действовать без всякой раскачки. И пока Альмаш рассматривал карты и только-только начинал поворачивать голову в сторону Киева, венгерский король уже развернул масштабную спецоперацию по поиску невесты. И Кальман посмотрел, нет, пока не в Киев, а в прямо противоположную сторону, на юго-запад, через всю Европу, на Сицилию. И давайте сразу уточним, никакой Италии в те годы на карте не было. А вот Сицилия была не просто островом, а мощнейшим, сказочно богатым государством. Рулили там нормандцы, суровые пробивные парни, которые отжали остров у арабов, сохранили всю восточную роскошь и сделали Сицилию главным торговым центром Европы. Правил там великий граф Роджер I. Человек настолько богатый и влиятельный, что короли стояли к нему в очередь, лишь бы выпросить руку одной из его дочерей. И вот наш Кальман прикидывает, а не замахнуться ли мне на Сицилию. Там и деньги, и нормандская сталь, и невероятный престиж. И Кальман собирает солидное, пышное посольство и отправляет предложение руки и сердца прямо к графу Роджеру I. И если вы думаете, что Кальман знал имя конкретной принцессы, к которой сватается, вы слишком хорошо думаете о средневековой династической политике. Кальмана конкретное имя интересовало меньше всего. Кальмана интересовал исключительно папа. Представьте себе картину. На Сицилии у себя во дворце сидит великий граф Роджер I. И вот в один прекрасный день к нему во дворец стучатся венгерские послы от нашего Кальмана и прямо с порога заявляют: уважаемый граф, отдайте за нашего короля какую-нибудь из своих дочерей. И вот эта фраза «какую-нибудь» здесь звучит вообще не случайно, потому что выбор у папы Роджера был не просто большой, а буквально колоссальный. Чтобы вы понимали всю картину происходящего, граф Роджер I был женат трижды. И вовсе не потому, что он был султаном с гаремом. Причина куда прозаичнее. Век женщин в то время был, сами понимаете, очень недолг. Средневековые женщины из-за бесконечных родов быстро изнашивались и долго не жили. Так вот и получилось, что у Роджера последовательно сменились 3 жены. Зато наследников они ему оставили с запасом. На момент нашей истории у папы Роджера I во дворе сидит не просто орава детей, а орава дочерей. Примерно 9 принцесс. И вот сидит Роджер на троне, а перед ним стоят какие-то послы от незнакомого венгерского короля Кальмана, про которого еще и слухи ходят, будто он какой-то священник, то ли слегка хромает, и говорят: ну давайте нам одну из 9, вам что, жалко? Роджер посмотрел на них, подумал, фыркнул и ответил в духе: не, ребят, у меня тут за дочерями в очередь стоит половина Европы, а вы хотите, чтобы я вам отдал сицилийскую принцессу за какого-то вчерашнего попа-книжника? Не, дочери Роджера на дороге не валяются, не дам. И послы уехали обратно в Венгрию, несолоно хлебавши. Но если вы думаете, что Кальман от этого отказа впал в какую-то депрессию или обиделся, вы плохо знаете Кальмана. Может, у него внутри что-то и ёкнуло, но на вид он остался спокоен, как танк. Кальман уперся рогом. Мне нужен именно этот тесть, и точка. И наш книжник начинает штурм Сицилии по 2-му кругу. На этот раз Кальман решил действовать с истинно королевским размахом. Он отправляет к Роджеру 2-е посольство, но уже не просто мессенджеров, а самую элитную делегацию, которую возглавил архиепископ Эстергомский, главный духовный чин страны. Послы привезли с собой горы драгоценных подарков, кучу официальных бумаг с печатями. Вот тут сицилийский граф Роджер уже почесал затылок и подумал: ого, а парень-то упертый. И если так пораскинуть мозгами, целый венгерский король в союзниках, вещь в хозяйстве очень даже полезная. В общем, сменив гнев на милость, Роджер объявляет: ладно, уговорили. Пойдемте, выберем вам невесту.
И отправился правитель Сицилии проводить личную ревизию в покоях своих дочерей. И вот выбор вроде и колоссальный, но варианты отпадают один за другим. Это уже замужем за нормандским бароном, это заранее помолвлена с византийцем, а вот это вообще еще малявка и пешком под стол ходит. И тут взгляд папы падает на нашу героиню, Фелицию. Роджер посмотрел на нее, оценил расклад и, разумеется, спрашивать ее мнение даже не подумал. Граф просто ставит дочь перед фактом. Так, дочка, собирай чемоданы. Едешь в Венгрию, выдаю тебя за местного короля. А что дочь? А у дочери право голоса в таких вопросах не предусмотрено, в принципе. Никаких слезливых сцен и бунтов, суровая династическая реальность. Девушка просто тяжелехонько вздохнула, смирилась со своей королевской кармой и пошла паковать шелка, золото и сицилийские ковры. Ну, надо, значит надо. И вот представьте себе картину. Сицилийская красавица Фелиция приезжает в Венгрию и выходит замуж за нашего Кальмана. Все сложилось идеально. Пышная свадьба, тесть на Сицилии, сплошная роскошь и авторитет. А в 1101 году происходит главное событие в жизни Кальмана. Фелиция рожает ему сына и законного наследника престола, мальчика назвали Иштван. Для Кальмана это была абсолютная победа. Главная королевская задача выполнена. Трон укрепился железобетонно. И пока его младший брат Альмаш все еще где-то витает в облаках и только присматривает себе вариант покрасивее, у Кальмана на руках уже настоящий маленький принц. И вроде бы живи, радуйся, укрепляй страну и рожай новых детей. Но наступает 1102 год, и молодая королева Фелиция скоропостижно умирает. Наш умный книжный король остается вдовцом с годовалым малышом на руках. Время идет. Кальман правит, а его младший брат Альмаш постоянно вставляет ему палки в колеса и плетет интриги. А в 1104 году Альмаш и вовсе женится, привозит себе из Киева княжну Предславу. А еще через несколько лет, примерно в 1108 году, у них рождается и свой сын, принц Белла. И вот теперь, друзья мои, давайте остановимся и зафиксируем главный расклад сил на этой венгерской шахматной доске. На одном крае доски действующий король Кальман. Он правит страной, он вдовец, но его главный козырь – сын Иштван, которому уже около 7-8 лет. Это вполне подросший, крепкий и официально признанный всей страной наследник престола. А на другом крае доски его младший брат Альмаш. Тот самый красавец-конкурент. У него за спиной знатная киевская жена с огромным авторитетом и армией. А в колыбели сладко спит его новорожденный сын, маленький принц Белла. И вот на всю эту картину смотрит наш красавец Альмаш. Давайте посчитаем его козыри. Сын есть? Есть. Вот он мило спит в колыбельке. Могущественный Киев за спиной есть? Ну, конечно, есть. И тесть на престоле сидит. А корона где? А корона у хромого брата-книжника. Ну, не свинство ли это, а? Альмаш и раньше-то смирением не отличался и регулярно вставлял брату палки в колеса. Но теперь с собственным наследником на руках у парня просто срывает крышу окончательно. Все, решает он, пора брать свое. Первым делом наш герцог, естественно, мчится в Киев к своему тестю, великому князю Святополку Изяславичу. Мол, тесть дорогой, мы зачем с твоей дочкой вообще роднились? Настал твой звездный час. Нарезай мне полки, давай дружину, пойдем прогоним моего брата-папа. Святополк, может, и рад бы посадить зятя на венгерский трон. Авторитетный союзник под боком никому не мешает. Но у великого князя в этот момент дома творится такой аврал и бардак, что мама не горюй. С востока половцы под окнами пляшут и жгут все подряд, а внутри страны свои же родные князья грызутся за каждый клочок земли. Короче, полная цыганочка с выходом. Святополк смотрит на горящего от нетерпения зятя, тяжело вздыхает и выдает что-то в духе: «Дорогой зятек, ты бы притормозил. Ты на мою карту посмотри, у меня тут у самого горит буквально все. Да, я сначала со своими гостями из степи и неугомонной родней разберусь, а потом уже будем твои венгерские разборки рулить. Сейчас вообще не время». В общем, понял Альмаш, что в Киеве ему прямо сейчас ничего, кроме сочувствия и пары напутственных слов, не светит. А ждать он не хотел, да и не умел. И вот, наш красавец вздохнул и решил пойти на самый крайний
И самый отчаянный, чего уж греха таить, скандальный шаг – обратиться к главному хищнику Европы, к императору Священной Римской империи. А теперь давайте на секундочку остановимся и зафиксируем, на что вообще решился наш красавец Альмаш. Чтобы вы понимали весь масштаб катастрофы, давайте нарисуем эту картину простыми словами. Что такое Венгрия в начале XII века? Это абсолютно независимое, гордое и сильное государство. Оно никому не подчиняется и ни перед кем не гнет спину. На троне сидит законный король Кальман. Он старший, он коронован по всем правилам и законам. Его признает вся страна, он мудро правит, пишет законы и укрепляет границы. Все по чести, все по справедливости. Но нашему Альмашу, как мы помним, всегда мясо не додают. Ему плевать на законы, плевать на логику. Он искренне считает, что его обидели. И вот, когда тесть в Киеве развел руками, Альмаш делает шаг, который в любой стране мира называется одним простым словом – государственная измена. Он отправляется за помощью к императору Священной Римской империи. Чтобы вы понимали, Священная Римская империя – это не начальство Венгрии. Это вообще другая страна. Огромный, зубастый и очень опасный немецкий сосед, который веками мечтает подмять Венгрию под себя, но каждый раз получает по зубам. То, что сделал Альмаш, это все равно, что прийти к местному авторитету или вору-рецидивисту и сказать: «Слушай, у меня брат не хочет делиться родительской квартирой. Приди со своими уломами, выбей дверь, скрути брата, разграбь все, а я тебе за это буду еще каждый месяц отдавать половину зарплаты и ключи от квартиры заодно тоже отдам». А кто же сидел на том самом императорском троне? А на троне сидел Генрих V, моложавый, жесткий и безумно амбициозный немецкий император. И когда к нему прибегает венгерский принц Альмаш с таким предложением, у Генриха V буквально слюнки текут. Еще бы! Для немецкого императора это же мечта. Не просто пойти войной на независимых соседей, а прийти туда как защитником обиженного принца, посадить на венгерский трон своего карманного ручного короля и сделать всю Венгрию своей марионеткой. Император Генрих V облизывается, потирает руки и говорит: «Я в деле». Он собирает огромную армию, и в 1108 году немецкие войска вместе с Альмашем наперевес шагают войной прямо на венгерскую границу. Друзья мои, мы не будем долго задерживаться на всех этих военных баталиях. Нам важно другое – оценить весь уровень политического гения книжника Кальмана. Он, может, и хромал, и книжки все время читал, но в вопросах геополитики и стратегии соображал получше любых брутальных качков с мечами. Итак, ситуация. Немецкий император Генрих V шагает на Венгрию. И как это не печально признавать, главным союзником немцев в этом походе выступает Чехия. И руководит чехами князь, которого зовут, кстати, тоже Святополк, то есть Святополк по-чешски. И вот этот чешский Святополк приводит приличную армию и встает вместе с немцами под стенами венгерской крепости Пресбург. Сегодня этот город мы все прекрасно знаем под названием Братислава. Наш Альмаш стоит рядом с немцами и чехами, уже мысленно примеряет корону, выбирает, в какой палатке устроить банкет по случаю коронации. Кальман смотрит на эту огромную армию через бойницы и понимает: ломать свои полки в лобовой атаке я не буду, я ж умный. И книжник проворачивает комбинацию, достойную гроссмейстера. Он отправляет секретного гонца к своему боевому союзнику, польскому князю Болеславу Кривоустому, и передает ему примерно следующую записочку. «Болеслав, друг мой, тут чешский Святополк всей армией приперся ко мне в гости. Дом в Чехии у него остался абсолютно пустой и беззащитный. Ты понимаешь, о чем я, да?» Польский князь намек понял мгновенно. Пока чехи стоят под будущей Братиславой и пытаются пробить стены, поляки молниеносным маршем влетают прямо в Чехию и начинают там тотальный разгром. И вот к стенам Пресбурга прилетает и перепуганный чешский гонец с глазами размером с блюдца. «Ваша светлость, там поляки жгут наши дома и забирают все, что не прибито к полу». Чешский Святополк бледнеет, хватается за голову и кричит на весь лагерь: «Галя, у нас отмена! Спасаем свой дом!» Чехи в ужасе забирают едва ли не треть всей осадной армии и на всех парах мчатся обратно домой. Немецкий император Генрих V остается под стенами один, а вокруг венгерские партизаны, еды нет, дороги перекрыты, наступили холода, да еще и единственный нормальный союзник сбежал.
Император посмотрел на этот праздник жизни, повернулся к нашему красавцу Альмашу и выдал что-то вроде: «Слушай, венгерский принц, а не пойти ли тебе со своими претензиями на этот трон куда подальше? У меня тут свои дела в Германии образовались. Дальше давайте как-нибудь сами, в кругу семьи, так сказать». В общем, император собирает манатки и, поджав хвост, уползает обратно в империю. И вот теперь представьте себе эту немую сцену. Стоит наш красавец Альмаш, немцы уползли, тесть из Киева на помощь так и не пришел, а прямо перед ним стоит старший брат Кальман, абсолютно живой, победивший в войне и очень злой. И вот как вы думаете, что после всего этого Кальман сделал со своим любимым братцем, который так изрядно попил ему крови? По идее, тут напрашивается классика средневековья – бросить в сырой подвал, заковать в кандалы или просто по-человечески отрубить голову. Но Кальман человек цивилизованный, поэтому он поступил изящнее. И легким движением руки книжник просто ликвидирует то самое герцогство, которое в свое время создали для Альмаша. В Венгрии больше нет никакого автономного региона. Альмаша лишают титула, лишают денег, лишают замков и распускают его личную армию. Ему оставляют только небольшое скромное имение и ставят одно условие – живи себе тихо и не высовывайся. Отныне наш красавец Альмаш со своей супругой Предславой и маленьким Беллой сидят в глуши под чуткой и неусыпной охраной королевских стражников. Шаг вправо, шаг влево считается попыткой побега или новым бунтом. Никаких больше заговоров, никаких походов за короной, все забудь. Сиди, дыши свежим воздухом и скажи спасибо, что живой. Вы спросите, а что же тесть великий Святополк в Киеве? Представьте себе картину. Отдавал дочь за богатого и могущественного венгерского герцога. А она оказалась в условиях домашнего ареста при муже-неудачнике. Неужели Киев не заступился? А Святополк, друзья мои, даже пальцем не шевельнул. Во-первых, зять сам виноват. Ему же тесть открытым текстом говорил: подожди, не дергайся. А Альмаш мало того, что не подождал, так еще и привел на венгерские земли немцев. Во-вторых, у Святополка в Киеве дела шли, мягко говоря, скверно. Великий князь был уже стар, болен и катастрофически непопулярен в собственном городе. Народ его буквально недолюбливал за финансовые аферы и налоги. Если бы Святополк в этот момент решил ввязаться в сомнительную войну с Венгрией ради проигравшего зятя, киевляне его просто укокошили на месте. Так что тесть умыл руки и сделал вид, что он очень-очень сильно занят. А теперь давайте зафиксируем наш расклад на доске. Смотрите, какая получается картина. На троне сильный, независимый король Кальман. Он только что обыграл немецкого императора, защитил страну и доказал всем, кто здесь главный. Рядом с королем его законный 8-летний сын и официальный соправитель Иштван, у которого впереди чистое будущее и корона. В глухой провинции под надзором бывший герцог Альмаш, лишенный всего, со своей киевской женой Предславой и маленьким сыном Беллой. Казалось бы, партия сыграна, Кальман победил по всем фронтам, сиди да радуйся. Но не тут-то было. Вы же знаете, как я обожаю вдаваться в подробности военных баталий. Спойлер, вообще не люблю и считаю это тратой времени. Поэтому скажу ровно 2 слова просто для понимания общей картины. Голова у нашего книжника болела знатно и без родного братика. Пока Кальман гонял немцев и усмирял родственников, у него вовсю искрило на южных границах. Там вам и Далмация, и Хорватия, и вредные венецианские купцы, которые спали и видели, как бы отжать у венгров приморские города. В общем, стресса хватало с избытком, а воевать на все 4 стороны не захочет ни один нормальный правитель. И вот сидит наш книжник, смотрит на карту и понимает, ему катастрофически не хватает одного важнейшего штриха. Ему нужен железный, нерушимый союзник. А кто в XII веке считается самым надежным союзником? Правильно, тот, с которым ты породнился, посадил за один семейный стол и закрепил все официальным брачным контрактом. Польский князь Болеслав, парень, конечно, замечательный, и с чехами помог на ура. Но это так, дружеская взаимовыручка. Нужен был союзник совсем другого масштаба. К тому же давайте будем реалистами. У Кальмана растет всего один единственный сын Иштван.
А в Средневековье с медициной, как мы понимаем, были большие проблемы. Один не вовремя подхваченный сквозняк, и все, династическая линия прервалась. В общем, друзья мои, что ходить вокруг да около? Кальман вздохнул, посмотрел на свои государственные дела и понял: так, все, пора заканчивать с холостяцкой жизнью. Мне срочно нужно жениться. И жениться срочно. Но сами понимаете, никакой романтики, только холодный трезвый расчет. Он смотрит на карту. На западе у нас что? Император, с которым только что воевали. На юге Венеция, Далмация. Там такой кавардак и свои разборки, что подходящего союзника ты со свечкой не найдешь. И вот Кальман поворачивает голову на восток. А что у нас на востоке? А на востоке Русь. И что же там происходит? В Киеве формально сидит Святополк, тот самый незабвенный тесть нашего Альмаша. Но этот вариант Кальман отметает сразу. Во-первых, свободных дочерей у Святополка банально нет, а во-вторых, и это главное, Кальман человек умный и прекрасно понимает реальный расклад. А Святополк в Киеве уже, как говорится, а-ля улю. Сидит на честном слове, народ его недолюбливает. Да и как тесть он себя проявил на 3 с минусом. Но сама-то Русь, союзник, просто идеальный. И Кальман начинает присматриваться повнимательнее. А кто там на самом деле держит все в кулаке? Кто собирает всех этих дрочливых князей на съезды? Кого до смерти боятся степные половцы и чье имя гремит с реальным авторитетом? А есть там вообще такой человек? Есть, друзья мои. Ведь именно в этот момент в Переяславле сидит князь Владимир Мономах. Человек, чье слово на Руси уже тогда весило больше любого золота, а его авторитет был просто непререкаем. И умный Кальман прекрасно понимает, Святополк в Киеве долго не протянет. И главным человеком в стране все равно станет Мономах. Если породниться с ним, то восточная граница Венгрии превращается в монолитную стену. А наш Альмаш со своей предславой автоматически становится никому не интересными бывшими. Но кто в Киеве пойдет войной на Венгрию ради проигравшего принца, если на венгерском троне теперь сидит зять самого Мономаха? И тут у вас наверняка возникает логичный вопрос. А знал ли вообще Кальман, кому именно он сватается? Знал ли он имена дочерей? Видел ли их в глаза? И был ли уверен, что у Мономаха в принципе есть свободные девушки на выданье? Друзья мои, по своим дипломатическим и торговым каналам Кальман, конечно, отлично знал, что подрастающие дочери у Мономаха имеется. А вот как они выглядят и как их зовут, это, сами понимаете, дело 28-е. Никаких выставок невесты, уж тем более каталогов с анкетами в XII веке, в природе не существовало. Королю нужен был не романтический омут, а железный политический союз. Поэтому формулировка у послов была предельно простая. Нужна дочь Мономаха подходящего брачного возраста. Точка. В общем, Кальман снаряжает богатое посольство с сундуками серебра, породистыми конями и отправляет сватов на Русь. И вот представьте себе эту картину. Переяславль, княжеский двор Владимира Мономаха. В ворота въезжает пышная венгерская делегация. Кони в яблоках, сундуки серебром, заморские ткани. Послы кланяются и выдают прямое, без лишних реверансов, предложение. Нашему королю Кальману нужна ваша дочь. Мы хотим породниться. И вот тут возникает логичный вопрос. А Владимиру Мономаху-то это вообще зачем? Зачем ему отдавать родную дочь в далекую Венгрию? А Мономах садится, взвешивает предложение и быстро раскладывает все по полочкам. Во-первых, Кальман – это вам не абы кто. Человек только что изящно поставил на место самого императора Священной Римской империи и крепко держит свои земли. Правитель сильный, богатый, авторитетный. За такого и дочь отдать не грех. А во-вторых, у самого Мономаха в эти годы головная боль – это степи-половцы. Он планирует большие походы на восток, а чтобы спокойно уводить дружины в степь, ему нужен абсолютно закрытый, мирный и дружественный западный тыл. Союз с Венгрией – это идеальная гарантия того, что с Запада никто не принесет сюрпризов в самый неудобный момент. Ну и в-третьих, это же тончайший политический щелчок по носу киевскому святополку. Святополк отдавал дочь за какого-то вечно беглого герцога-неудачника Альмаша,
а Мономах отдает дочь за действующего и сильного короля. Этим браком Мономах на всю Европу показывал, кто на Руси на самом деле решает вопросы и с кем нужно иметь дело. Так что Мономах посмотрел на венгерские подарки, посчитал выгоды и решил: союз отличный, предложение принимается. Представьте себе, раннее утро, княжеский терем, в светлице, у окна сидит девушка. У нее очень красивое, благородное греческое имя – Ефимия. Она дочь переяславского князя Владимира Мономаха. Ей примерно 16, самый цветущий возраст и идеальный для брака. Она задумчиво смотрит из окна на родные просторы и понимает: совсем скоро со всей этой привычной речной гладью и бескрайними лугами ей придется проститься. Ей уже объявили волю отца. Она уезжает в Венгрию, замуж за короля, который намного старше ее. Но в тереме говорят, что он очень умный, образованный и справедливый. А для княжеской дочери, которую с детства растили в понимании государственного долга, это главное. Юная Ефимия смотрит на утренний туман и рисует в голове светлые картины. Как приедет в новую страну, привыкнет к чужому замку, станет хорошей королевой, искренне полюбит своего мужа, и все у них будет хорошо. Но разве могла тогда юная, чистая княжна знать, чем на самом деле обернется этот брак? Она и представить себе не могла, какая грандиозная трагедия ждет ее впереди. Но пока Ефимия просто сидит у окна, слушает привычные звуки просыпающегося родного дома и готовится к долгой дороге в неизвестность, к дороге, которая однажды совершит удивительный, драматичный круг и вернется ровно туда, где вся эта история когда-то и начиналась, в далекий Константинополь.